Всем доброй ночи, дорогие друзья. Как моя бабушка говорила, не всякий в рясе есть священник, и не всякий со свечами есть ведьма. Однако ведьма, у которой есть знание и сила, всегда хочет поделиться этим с окружающим. Сначала для того, чтобы помочь им самим что-то сделать, совершать, дабы не усложнять ее работу, чтобы она немножко передохнула от людей, чтобы она немножко разгрузилась, что ли. Потом по той причине, что у нее слишком много знаний, и невозможно все это знание хранить в себе. Вы знаете, есть такое выражение «ум не скроешь». Но вот невозможно, если человек обладает интеллектом, умом, знаниями, невозможно, чтобы он не хотел миру сказать свое слово. Потому что развитый интеллектуальный человек всегда должен сказать свое этому миру. Он не может молча сидеть. Слышали такую, поговорку, что все зло на этом свете творится не из-за злодеев, а из-за безразличных, поскольку с их молчаливого согласия творится всякое зло на этом свете. Так вот, чтобы не быть теми злодеями, которые молчаливо и тихо смотрят на мракобесие, творящееся вокруг, ведьма пытается привести людей к истине. К тому, что на самом деле может зваться колдовством, раскрывая вам глаза, показывая правду, истину, как оно есть, без прикрас. Но в то же самое время она пытается вас вывести из оцепенения, из трудностей, из кризиса, из сложности, не только своей работой, но и советами, но и на личном примере, На то она и есть ведающая, которая ведает, что надо вам в этот период времени, как помочь, как советом, как ритуалом, как знаниями, как колдовством, как силой, как энергией, как просто пинками, чтобы показать, стимулировать вас на какие-то действия и прочее. В данный момент хочу поделиться с вами своими личными заговорами, которые помогут вам очень быстро и в такие моменты жизни, когда вам некогда ритуалить, когда вам некогда готовить алтарь и произносить некоторые заклинания, просто поможет в трудной ситуации. Перепишите эти заговоры для себя, пусть они у вас будут. В нужный момент, когда вам неспокойно, когда у вас какое-то дурное предчувствие, когда вам нужны деньги, когда надо, чтобы вам не отказали, когда нужно идти устраиваться на работу, чтобы вас приняли, чтобы вы понравились и прочее, вы просто их произнесете для себя, и они вам помогут очень быстро, эффективно и без долгих ритуалов. Потому что ритуалы, они помогают для более таких, весомых дел, массивных, грубо говоря, когда вы хотите, чтобы у вас на работе был карьерный рост, чтобы вам враги не мешали, или вы обращаетесь к профессионалу, который это делает, либо если я вам дарю эти ритуалы, вы их проводите, и у вас уже есть переменная помощь, но в любом случае, если вам некогда ритуалить, если вам нужна вот прямо сейчас эта помощь в своих делах, то вы просто можете переписать эти заговоры, произносить их, и они вам помогут. Эти заговоры составлены мной. Некоторые чуть ли не в детстве, испробованные не раз, раздарены друзьям. Некоторые из них переделаны уже под более взрослые взгляды. В любом случае, они рабочие все. Некоторые из них я взяла, за основу взяла бабушкины, мои бабушки ритуалы, заговоры, такие скорые, быстрые, добавила свое. Но не столь важно. Я буду объяснять смысл каждого заговора и говорить, как он работает. Вот, например, если я потратила какую-то сумму
на определенную покупку, прежде чем потратить, можно и на карту свою читать. Вот вы идете покупать что-то, вы знаете, сколько стоит, да? Или вы, в конце концов, в магазине что-то увидели, вам понравилось, вы хотите купить. Отойдите в туалет, начитайте себе это. Но в своем телефоне где-то сохраните вот этот текст, например. Начитайте этот текст на деньги, сумму, которую вы хотите либо отправить куда-то, либо помочь кому-то, либо отдать, либо даже за коммунальные услуги отдать, либо купить за эти деньги что-то собираетесь. Вот на эти деньги, либо на карту, где у вас хранятся деньги, либо на кошелек, читайте этот заговор, вам эти деньги в течение 3 дней возвращаются. Я не знаю, каким чудесным образом, мне лично возвращаются через несколько минут, минут 15-20. Но вы знаете, что у меня такая работа, что у меня постоянно там как бы и туда, и сюда, они возвращаются. Либо кто-то вспомнит о своем долге, либо кто-то захочет отблагодарить, но они возвращаются. Ровно такая сумма, которая потратилась. Вот чудотворный заговор, который я написала лет 7 назад и испробована миллион раз. Ну, знаете, вот до смешного доходит, что ты тратишь там 5200 с чем-то, и вот 5200 с чем-то и приходит тебе обратно. Итак, первый заговор на возврат денег. Читайте на карту, на кошелек, на деньги, когда вы собираетесь идти делать покупки. Либо даже отдавать, либо отправлять, либо отдавать долг, даже неважно. Не с этого человека это возьмется и не с этой покупки, а просто из ниоткуда они опять вам вернутся. Вы как бы эти деньги начитываете, чтобы они вернулись обратно, чтобы та же сумма вернулась. И как бы, сейчас извиняюсь, я выключу телефон. Вроде бы все уже подготовила, но вот видите, звонками все равно не дают делать дела. Итак, читаю. На карточку, на кошелек, либо на деньги. Посреди лесной тропы стоит старик-мудрец. Вокруг него 13 чертенят. Приказывает старик тем чертенятам: черти-чертенята, меня послушайте, да исполните. Сколько Инга потратит денег, столько денег обратно верните ей, да с лихвой. Сколько денег с нее убудет, столько обратно ей прибудет. Черти бегут исполнять, деньги мне возвращать. Заклято. Ну, здесь примените, конечно, свое имя. Еще раз прочитаю на всякий случай. Посреди лесной тропы стоит старик-мудрец. Вокруг него 13 чертей. Приказывает старик тем чертенятам: черти-чертенята, меня послушайте, да исполняйте. Сколько Инга потратит денег, столько денег обратно верните ей, да с лихвой. Сколько денег с нее убудет, столько обратно ей прибудет. Черти бегут исполнять, деньги мне возвращать. Заклято. Второе. Когда вы идете получать кредит, либо идете там... Ну, в общем, вам нужно, чтобы вашей просьбе не отказали. И вам это очень важно. Примените следующий мой ритуал. Есть хозяин времени. Если вы заклинаете время, чтобы оно работало на вас, то время вас слушается. Прежде чем выйти из дома, прочитайте это заклинание. Если вы не дома, зайдите куда-нибудь в такое укромное место или для себя прочитайте, идя по дороге. Ну, как бы вы читаете СМС с телефона, да? У вас там записаны мои заговоры. Лучше эти заговоры сохранить себе в таком месте или в маленьком блокноте, чтобы они вам с вами были все время. Хозяин времени, во все твои дни, минуты, часы, запрещай людям мне отказывать. Да не откажут мне ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Ни утром, ни днем, ни вечером, ни ночью. В любое время ставь запрет на отказ. Открой пути и все мне разреши. Заклято. Попробуйте. Следующее. В момент опасности. Опять же, если вы чувствуете, например, там, вы зашли куда-нибудь, чувствуете, что выйдете,
Всякое может быть. Может, предчувствие у вас нехорошее, может, человек неприятный стоит, который, вам знакомый, вы не хотели бы столкнуться с ним, чтобы он вас не заметил, чтобы его что-то отвлекло в сторону. Это от опасности. Нужно сразу, я думаю, что это вы запомните, нужно призывать силу, не зная, какую силу. Эта сила неизвестна, безымянная сила, но эта сила сразу приходит на помощь. Это, я думаю, что вы запомните даже. Вы обращаетесь к неведомой силе и говорите: кто бы ты ни был, помоги, и тебе зачтется. После того, как вы это сказали, после того, как миновала опасность, вы живые, здоровые, целые, невредимые прошли этот момент, потом где-нибудь оставьте бутылку вина, откройте, разлейте возле дерева, оставьте 13 монет. Откупитесь от этой силы. Говорите: откупаюсь за то, что ты мне помог, или откупаюсь от неведомой или невидимой силы. И уходите, не оглядываясь. Это обязательно нужно, откупитесь, потому что он вас спас. В следующий раз он может вас не спасти, если вы так сделаете. Не сделаете, то есть. Защитный круг. Когда вы чувствуете, что у вас какая-то опасность рядом, либо вы боитесь идти на какое-то совещание, на ковер к директору, как хотите, в своем кабинете или где-нибудь в таком укромном месте, где вас не видят, покружитесь вокруг себя, как бы мысленно чертите круг и говорите: круг защитный, тьма духов, меня оберегайте от зверя, от лиходея. Аминь. Еще раз говорю. Повернитесь на 4 стороны, как бы мысленно чертите круг вокруг себя и говорите, после как вы уже встали: круг защитный, тьма духов, меня берегите или оберегайте от зверя и лиходея. Аминь. И у вас призыв на ковер пройдет для вас безболезненно. Еще один от опасности. Если вы боитесь хоть кого, если вы боитесь, взлома, если вы боитесь человека, если вы боитесь начальника, если вы боитесь какой-то опасности, ночью идете все время с работы домой, вечер и ночь, и вы одна, прочитайте это и идите. С вами ничего не случится. Что пришло, то ушло. Меня не задело. Стражник мой мне в помощь. Заклято. Еще раз повторяю. Что пришло, то ушло. Меня не задело. Стражник мой мне в помощь. Заклято. Говорите и идите спокойно. Ничего с вами не будет. Это заклятие меня один раз спасло от маньяка. Вот так вот. Лифт закрылся прямо перед его носом. Это было в студенческие годы. Если вы идете, и стоят неприятные люди, которых вы знаете, не хотите, чтобы они сейчас с вами разговаривали, или вообще люди, которые, не нравятся вам эти соседи, они будут сейчас 2 часа с вами что-то обсуждать, или просто вы не хотите с ними общаться, или просто есть определенная ситуация, вы не хотите, чтобы вас заметили, вы хотите незамеченным пройти. Говорим следующее. Напоминаю, это все мои авторские заговоры, прошу их не воровать определенным личностям и выставлять за свои. Еще раз прошу. Это некрасиво. Итак. Марокко, Марокко. Обморочу, одурачу, будь по-моему. Заклято. И потом говорите: пусть они меня не заметят, или пусть со мной не связываются, или пусть они не заметят, как я пройду свое желание. Говорите сразу же. Повторяю. Марокко, Марокко. Обморочу, одурачу, будь по-моему. Заклято. Если вы не хотите, чтобы дома была ругань, называйте имя человека, шепчите, в отдельной комнате, и у вас дома скандала не будет на этот день. Говорите: как немой не говорит, так и ты, имя, онемей. Аминь. Помогает очень сильно, потому что вы одну истину связываете с другой. Я же вам говорила, магия – это догмат. Как у Луны нет зубов и не болят, так, чтобы у того-то не болели. Вы связываете одну истину с другой, да?
То же самое. Если немой не говорит, действительно, вот этот человек точно так же не будет говорить. Он захочет, его отвлекут звонками, или ему спать захочется, или он передумает ругаться. Но одним словом, вы спасетесь от него. Как немой не говорит, так и ты. Имя онемей. Заклято. Или аминь. Если у вас очень сильная опасность, и вы прям переживаете, вам нужна защита невидимой силы, неважно, насколько вы верующий человек, неверующий, но можете это произнести, это вам поможет. Ну, идете вы там в гости к свекрови, чтобы лишнего разговора не было. Сила тьмы, меня защити. Разок позволь обратиться. Тебе верю, ты мне в помощь. Заклято. И можете спокойно идти по своим делам. Еще раз повторю. Сила тьмы, меня защити. Разок позволь обратиться. Тебе верю, ты мне в помощь. Заклято. Любого человека сила тьмы защитит. Любого, неважно, верит он в него, не верит, или хаял он его раньше, или какой он там был, защитит, если обратился. Если вам, никак не получается там получить новую должность, естественно, если это более такая трудная проблема, навряд ли так получится, но если вам уже пообещали, вы идете, уже документы собрали, идете устраивать, чтобы там не было никаких препятствий, либо вы идете что-то покупать, и чтобы не было никаких препятствий, либо вы идете что-то оплачивать, чтобы не было препятствий. В общем, чтобы не было в пути препятствий, не мешало вашему делу. Берите веник дома свой, метите ноги, вот свои ноги с колен до пяток, вот так вниз, и говорите: мети, мети, препятствия смети, дороги открой. Что идти не дает, то сметано, дорога открыта. Заклято. Сметана или сметаю, без разницы. Это древнерусское слово, более такое сметана, метина. По-разному там называли, но работает. Мети, мети, препятствия смети, дороги открой. Что идти не дает, то сметана, дорогу открывай. Заклято. И можете смело идти по своим делам. Вот эти заговоры, они маленькие, но они очень сильные. Они испробованы много раз. Попробуйте сделать. На все случаи жизни они вам помогут. А потом напишите, как у вас получилось. Удачи!